Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В одном из своих прошлых видео я рассказывал о том, как на операционную систему Linux Ubuntu Server 22.04 установить Docker Community Edition. В этом же видео я расскажу, как установить Docker Swarm. Ну, прежде всего, что такое Docker Swarm? Docker Swarm – это такой режим работы Docker, который позволяет создавать распределенные кластера машин Docker для запуска контейнеров. Что это означает? Это означает, что мы можем, например, сделать несколько машин с докерами, неважно, машины реальные или виртуальные. Вот в моем примере это будет 3 машины виртуальных. Вот, и на этих 3 машинах можно запускать какое-то количество контейнеров. Например, 3 контейнера. Да? Вот, вернее, как? Один тот же контейнер, да, но его копия в 3 экземплярах. Соответственно, мы можем получить с вами надежность, и служба будет работать до тех пор, пока не упадут, ну, скажем так, все машины, да, условно говоря. Вот. Docker Swarm позволяет делать масштабирование, вот, позволяет делать высокую доступность и реализовывать оркестрацию. Да? То есть мы можем, в принципе, это, конечно, по возможностям Docker Swarm не дотягивает до Kubernetes, да, вот, но в принципе некоторые основные функции мы можем выполнять, да, то, что делает Kubernetes. Итак, какие исходные условия? У меня есть 3 машины. Вот, первая машина называется Swarm. Вторая машина называется Registry, и третья машина называется Jenkins. Да? Вот. И я буду создавать кластер Swarm. Как я это буду делать? На одной из машинок я создам контроллер Swarm, а на 2 других это будут воркеры, вот так называемые. Контроллер Swarm это более главная машина, она будет управлять кластером Swarm, кластером Docker Swarm, а воркеры, они будут получать задания и, соответственно, как бы подчиняться. Если провести аналогию с Windows, Microsoft, то контроллер это что-то похожее на контроллер домена, вот, который более главный, да, является. Ну, а воркеры это обычные там рабочие станции, да, или рядовые серверы. Вот как-то так. Значит, с технической точки зрения необходимо установить на каждую из машин это Docker Community Edition. Итак, что мы видим, да, что установлена Community Edition и добавлен пользователь в группу Docker. То есть таким образом по команде Docker Version у меня запускается версия текущего докера. Да. Видим, что это Community Edition, да, на всех 3 машинках. Да. И теперь первое, что необходимо сделать, это на машинке Docker Swarm мы создаем контроллер. Да. Как мы это делаем? Вот это делается с помощью команды Docker Swarm init. Так, ну тут надо первое, что нужно сделать, это IP-адрес посмотреть, да, IP-ADDR. Мы видим, что IP-шник здесь 202, да, зачищаем экран и вводим, да. Docker Swarm init. Дальше мы вводим ключ advertise addr. Advertise addr и вводим свой IP-адрес, который будем распространять на другие машины. Да, это 192, 168, 7, 202. Да, окей. Ждем результата отработки. Да, вот он отработал. Появился вот токен присоединения. И теперь нам нужно взять и вот эту вот команду запустить на воркерах, да, которые у нас будут. Вот. Ну и чтобы проверять, какие воркеры у нас присоединены, какие воркеры и не присоединены, мы вводим команду docker info. Docker info.
Так, команда отработала. Смотрим, нас интересует вот эта строчка из менеджер true. Да, видим, что он стал менеджером. Ну и теперь смотрим, сколько вообще у нас воркеров есть в нашем кластере. Да, это команда docker ls. Docker ls. Так, так. Docker node ls. Так, видим, что у нас только один узел в нашем кластере, и это он Swarm непосредственно. Так, окей. Что мы делаем? Да, мы копируем вот этот вот токен, да, вообще команду целиком и будем присоединять. Да, правой кнопкой делаем copy и переходим на другую машинку. Да, вот. Перешли на машинку Registry, зачищаем экран и вставляем наш вот этот вот команду, да, токен Enter. И ждем. Так, the not join, да, присоединен как worker, да. Ну и делаем, собственно, такую же команду мы делаем с третьей машинкой. Это с Jenkins. Зачищаю экран и ввожу пасты, да, вот. Тоже присоединился как воркер, да. Теперь мы возвращаемся опять на наш контроллер. Вот я делаю зачистку экрана, повторяю docker node ls, и мы видим, что в кластере у нас уже 3 узла. Вот. Причем Swarm является контроллером, и 2 воркера это Jenkins и Registry. На этом у меня все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну а если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.